В 2012 году на свет появился самый инновационный смартфон в мире. И это не был Samsung Galaxy S3 или iPhone 5. Это была Nokia Lumia 920. И с вами я, Невероятный М, и сегодня мы поговорим об этом смартфоне. Предыдущее поколение Lumia было не настолько выдающимся, и Nokia нуждалась во флагмане, который вернет компанию в большую игру и покажет, на что способна финская компания. Этим аппаратом должен был стать Nokia Lumia 920, и не безосновательно, ведь инновации, которые были заложены здесь, до сих пор являются атрибутами сегодняшних флагманов. Какие же инновации предлагал этот аппарат на тот момент? Во-первых, это дисплей. Это был первый в мире смартфон с частотой обновления экрана 60 Гц. Если вы пользовались Lumia 920 в тот момент, вы могли заметить, насколько плавным и насколько красиво отображался пользовательский интерфейс. И, конечно, здесь была также доступна технология Clear Black, которая улучшала читаемость аппарата на солнце. Здесь также был доступен Glance Screen, который позволял вам смотреть время, не включая аппарат. И сами часики не сжирали много аккумулятора, а разбудить вы его могли по двойному тапу. Еще одна небольшая инновация, которую сюда добавили, это то, что аппаратом можно было пользоваться в перчатках. И это очень удобно, ведь на морозе вам не нужно было тыкать носом в дисплей, чтобы кому-то позвонить. Lumia 920 вам позволяла это делать. Давайте переместимся назад. А сзади у нас беспроводная зарядка. Это был первый смартфон со встроенной беспроводной зарядкой. Первый iPhone вышел через 5 лет с такой функцией. Также отдельно продавались беспроводные зарядные устройства, которые отлично сочетались по дизайну и цвету с Nokia Lumia. И самая главная камера. Это была первая в мире камера в смартфоне с технологией оптической стабилизации изображения. Вы могли снимать красивые кинематографичные видео, а также делать потрясающие снимки в ночное время суток на тот момент времени. Камера действительно достойна вашего лайка, комментария и подписки на этот канал. Еще одним жирным плюсом этого смартфона это дизайн. Он нам знаком со времен Nokia N9, и здесь его несколько переработали и улучшили. Убрали шторки сверху, которые постоянно ломались или терялись, а также добавили ярко-желтый цвет, который стал каноничным для этой модели. Смотрится это очень сочно, и издалека можно понять, какой у вас смартфон в руке. И благодаря тому, что корпус выполнен из цельного куска поликарбоната, ничего не скрипит, не люфтит, и он ощущается как танк. Поликарбонат обладает также несколькими преимуществами. Во-первых, это красиво. А во-вторых, даже несмотря на мелкие царапины, цвет остается таким же ярким и сочным. Вишенка на торте была платформа Windows Phone 8, которую значительно доработали и улучшили по сравнению с предыдущей версией. Windows Phone 8 была более персонализированной, чем предыдущая версия. Также убрали возможность перекидывать файлы только через Zune. Теперь вы могли просто подключить смартфон к вашему компьютеру и перекинуть файлы как на флешку, а также скинуть фотографии обратно на компьютер. Также добавились приложения, которые так не хватало еще год назад, в 2011 году. И, конечно же, был выбор эксклюзивов от Nokia. Не только фирменные сервисы Nokia, такие как Nokia Музыка или карты, а также эксклюзивные приложения от сторонних разработчиков, игры или какие-то программы, которые вы могли скачать только на аппараты Nokia Lumia. Nokia показала, что она еще способна удивлять, привносить инновации и классные технологии в мир мобильных устройств. Эта модель один из лучших представителей смартфонов того времени. И Lumia 920 стала смартфоном года ни в одном издании и заработала не одну награду за свой классный дизайн. А была ли у вас Nokia Lumia 920? Поделитесь об этом в комментариях, расскажите свою историю, в каком цвете она у вас была ли у вас беспроводная зарядка. Будет интересно почитать ваши истории и комментарии. Также не забывайте подписываться на канал, ставить лайки этому видео. И спасибо, что посмотрели. С вами был я, Невероятный М, и увидимся с вами в новых видео. Пока.